Что грозит за подделку QR-кода? В Совете Федерации предложили ужесточить наказание за продажу фальшивых документов о вакцинации. Россия продолжает бить печальные рекорды по новым случаям коронавируса и летальным исходам. По данным на 3 ноября более 39 тысяч человек заболели, 1178 умерли. При этом все равно находятся люди, готовые платить деньги, чтобы подделать QR-код. Какое наказание предусмотрено законом для заказчиков и исполнителей липовых сертификатов, выясняла парламентская газета. Кому штраф, кому срок. В борьбу с фальшивками активно включилась полиция. Только за неделю с 18 по 24 октября в МВД возбудили 14 уголовных дел о подделке и распространении сертификатов о вакцинации, QR-кодов, результатов ПЦР-тестов, справок о противопоказаниях к прививке или о высоком количестве антител. Всего во второй половине 2021 года сотрудники завели 503 таких дела, по ним проходит 293 фигуранта. По инициативе полицейских заблокировано 2036 интернет-сайтов, через которые распространяли поддельные документы, привело ТАСС слова официального представителя МВД Ирины Волк. Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый уверен, что уголовная ответственность за такие преступления абсолютно оправданна. Я считаю, что нужно даже ужесточить наказание для тех, кто организует продажу поддельных сертификатов, сказал парламентской газете сенатор. Людей, которые покупают фальшивки, можно в какой-то степени назвать пострадавшей стороной. Во-первых, они подвергают себя опасности заболеть или умереть от коронавируса. Во-вторых, если они потом передумают и решат вакцинироваться, то не смогут это сделать легально. Ведь они будут уже числиться в базе как прошедшие вакцинацию. Их, безусловно, тоже надо наказывать, но думаю, скорее штрафами, чем какими-то тюремными сроками. Но для организаторов наказание должно быть максимально жестким. Сенатор также добавил, что подделка и использование липовых сертификатов не только создает угрозу для здоровья и жизни людей, но и дискредитирует вакцинацию и искажает статистику. Ведь не все люди, которые тяжело болеют или лежат в отделениях реанимации, признаются, что не привились, а купили сертификат. Липа есть липа. Сертификат о вакцинации – это официальный документ. За его подделку и использование ответственность будут нести и покупатели, и продавцы. Организаторов продажи фальшивок могут посадить в тюрьму или назначить принудительные работы на срок до 2 лет, это предусматривает статья 327 УК «Подделка», изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печати или бланков. За покупку и хранение липового сертификата может грозить ограничение свободы, исправительные работы или тюремное заключение на срок до 1 года. Причем человека привлекут к ответственности независимо от того, успел он воспользоваться документом или нет. Людям, покупающим подделку, стоит помнить еще об одной статье Уголовного кодекса – нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Если владелец фальшивой справки заболеет сам и заразит окружающих, то получит штраф от 500 до 700 тысяч рублей или лишение свободы до 2 лет. А если он заразит кого-то коронавирусом и тот умрет, наказание будет еще строже: штраф в 1 или 2 миллиона рублей или в размере дохода за 1 или 3 года, а также тюремный срок, или принудительные работы до 3 или 5 лет. Ранее председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов в интервью парламентской газете призвал россиян отказаться от попыток приобрести липовые сертификаты. «Хочу обратиться к людям, которые покупают поддельные справки. Слышал, что в Москве, например, это явление приобрело массовый характер. Из-за такой ситуации мы не можем нормально проанализировать статистику. А если человек не владеет статистикой, он не способен управлять эпидемией. Ситуацию с фальшивыми сертификатами необходимо прекратить.